Приветствую вас, друзья, на нашем канале. В сообщениях о мощных российских ударах пару дней назад по инфраструктуре дунайских портов Киля и Рени в Одесской области, а также по военным объектам в Киеве и Береславе на правобережье Херсонской области прозвучала одна очень важная деталь. Для ударов использовались не только ракеты Х-101 и беспилотники «Герань», но и авиабомбы ФАБ-1500. А буквально накануне в сети появилось фото усовершенствованных планирующих российских ФАБ-1500. Удар ФАБ-1500 был нанесен по Береславу. Военкоры пишут о поражении склада с боеприпасами. Над окрестностями поднялось огромного размера зарево. Что это означает? Только то, что за несколько последних месяцев у нас появился боеприпас, который станет для ВСУ настоящей катастрофой. О чем на условиях анонимности рассказал один из представителей российской оборонки. Когда в январе 2023 года впервые появилась информация о том, что Россия усовершенствовала свои старые неуправляемые фугасные 250-килограммовые авиабомбы ФАБ-250, на Украине уже началась паника. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат тогда жаловался, что различных ФАБов у России на складах огромное количество. В чем ценность планирующих авиабомб, или вернее бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции УМПК? В том, что бомбардировщик может сбрасывать управляемый боеприпас, не входя в зону поражения ПВО противника. К примеру, ФАБ-250 УМПК после сброса с высоты летит самостоятельно 50-60 км. При этом обеспечивается коррекция полета и высотное наведение в заданную точку. Бомбардировщик целым возвращается на базу, а цель поражена. Летом появилась информация о том, что модулями управления и коррекции оснастили и бомбы более крупного калибра – полутонные ФАБ-500. И вот теперь зафиксирован первый случай применения полуторатонной ФАБ-1500. А это уже принципиально иная боевая мощь. В чем заключается доработка обычных свободно падающих бомб? Российские разработчики проводят незначительную дешевую модернизацию, добавляя им крылышки, устанавливая систему навигации и превращая их тем самым в управляемые высокоточные планирующие боеприпасы. Это на порядки дешевле, чем производить высокоточные ракеты, при этом украинское ПВО не имеет средств для борьбы с планирующими бомбами. Их очень сложно обнаружить и сбить из-за малой радиолокационной заметности и отсутствия излучения всех типов. Потому такие боеприпасы практически всегда достигают цели. В качестве носителей используются продвинутые самолеты Су-35 и Су-34, которые уничтожают важные цели в ближнем тылу ВСУ, склады, укрепрайоны, не входя в зону украинской ПВО. Доработка, по словам собеседника, стала вынужденным, но необходимым решением в условиях боевых действий на Украине. Однако дело, когда свободно падающие ФАБы наши летчики сбрасывали на позиции сирийских бандитов, где не было серьезного зенитного огня с земли, и совсем другое – работа управляемыми боеприпасами в зоне поражения украинской ПВО, которая, кроме собственных комплексов, усилена еще и системами ПВО западного производства. Записывать ФАБы в неиспользуемый актив тоже было бы нельзя. С их помощью куда проще уничтожать укрепрайоны противника, сберегая жизни своих солдат-пехотинцев при штурме. Решение дорабатывать обычные бомбы в управляемые давно принято в США. Наши УМПК – это аналог американских модулей JDAM. В Штатах эти работы велись еще с начала 90-х по программе Joint Direct Attack Munition JDAM. Российские разработчики занялись этим позже, но пошли при этом своим путем, не копируя американцев. Они сохранили лишь принцип подхода – создать аппаратуру для превращения обычной бомбы в корректируемую. Российские разработчики впервые результат своих трудов показали в Британии на авиасалоне Фарнборо в 2002 году. Затем демонстрировали еще на ряде выставок. Но в серийное производство эти модули так и не были запущены. Денег, как обычно, не нашлось. Да и вести активные боевые действия тогда еще никто не собирался. И вот теперь, без всяких демонстраций, выставок и рекламной шумихи, российские левши быстро развернули выпуски УМПК и оснащение ими авиабомб, что, кстати, очень не понравилось американцам.
Причем не столь из-за того, что бывшие, как его называли летчики, чугуней, свободно падающие бомбы стали точно бить по украинским военным объектам, сколько из-за того, что российские ОМПК стали вдруг представлять реальную конкуренцию американским JDAM на рынке вооружений. Американцы, конечно же, стали активно хаять наши разработки, выискивая в них множество изъянов. Они, безусловно, имеются, но это пока. Там еще есть к чему придраться. Однако, как подчеркивает источник в оборонной отрасли, у наших специалистов в условиях СВО есть возможность быстро учиться и дорабатывать свою продукцию. Эксперт, к примеру, отмечает, что установить на авиабомбу российские модули можно даже в полевых условиях. Это не требует специального оборудования. А для установки модуля JDAM нужно демонтировать хвостовую часть боеприпаса и заменить ее блоком наведения, что могут сделать только специалисты на производственном предприятии. Здесь важно подчеркивать специалист, что российский модуль – это автономное устройство, которое способно существовать, храниться, перевозиться отдельно от бомбы и устанавливаться на нее уже где-нибудь в аэродромной технико-эксплуатационной части обычным техникам. Все это серьезно удешевляет продукцию, что особенно важно при условии ведения длительных боевых действий с использованием большого количества боеприпасов. Безусловно, поясняет эксперт, у нас имеются более продвинутые современные и точные вооружения, чем эти усовершенствованные ФАБы. Однако преимущество этих боеприпасов в том, что масса боезаряда в них до 70% от массы всего боеприпаса. В управляемой ракете с измеримой боевой мощью масса боезаряда всего 15-20%. При этом цена модернизации ФАБов в десятки раз ниже стоимости управляемых ракет. Российские специалисты при доработке ФАБ-1500 М54, фото которых сейчас появились в сети, столкнулись с рядом трудностей. У МПК для ФАБ-250 и ФАБ-500 не подходили для ФАБ-1500. Фактически работу пришлось начать с нуля, создавая новое оборудование и планер для бомбы. Одновременно стояла задача увеличить дальность сброса боеприпаса. И, судя по первому боевому применению, все эти задачи в сжатые сроки были решены. На этой неделе первая УМПК ФАБ-1500 М54 была впервые применена, уничтожив цель прямым попаданием. Как отмечает специалист, взрывчатого вещества в каждой такой бомбе до 700 кг. При радиусе поражения более 2 квадратных километров эта бомба способна уничтожать хорошо защищенный ротный опорный пункт. Воронка от такого взрыва достигает 15 метров в диаметре. Су-34 сейчас способен работать сразу двумя такими боеприпасами, а в будущем тремя в одном заходе, по одной или нескольким целям. Жаль, конечно, что доработать УМПК для ФАБ-1500 не успели к началу большого наступления ВСУ. Но, как говорится, еще не вечер. И можно ожидать, что 1,5-тонные боеприпасы внесут коррективы в планы украинского наступления где-нибудь под Работино, ну или возле Артемовска. Вот такие новости, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно оставляйте свои комментарии.